Это «Россия без будущего», совместный проект реальной журналистики их канала АРУ ТВ. Меня зовут Александр Романенков. По ту сторону экрана и границы сидит мой коллега Андрей Кузичкин. Привет, Андрей. Да, Саш, привет, и нашим всем зрителям, слушателям тоже большой-большой привет. Из Эстонии. И мы начинаем. «23 августа, через 2 месяца после небезызвестного демарша ЧВК «Вагнер» и его главы Евгения Пригожина, признанный, кстати, в Европе и в Соединенных Штатах Америки транснациональной террористической организацией, те и другие. И вот 23 августа, спустя ровно 2 месяца после того самого, кто-то называл это маршем справедливости, кто-то называл это бунтом Пригожина, по-разному можно называть, вдруг происходит катастрофа в небе над Россией, точнее в небе над Тверской областью, буквально в 500 километрах от российской столицы погибли 10 человек. По информации официальных источников, Минобороны России уже тоже подтвердили эту информацию, даже президент России Владимир Путин выступил со скорбным лицом. На борту разбившегося лайнера находились как раз глава того самого ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и один из основателей ЧВК «Вагнер», один из самых главных командиров Дмитрий Уткин. Все погибли. Тут же в СМИ, особенно в телеграм-каналах, в блогах, начала появляться самая разная информация, самая популярная, по-моему, не мнение, а самая популярная версия о том, что Пригожина убрали свои, но для начала хочу обратиться к тебе. На Западе все-таки что об этом говорят вот в данный момент, что пишут об этом европейские СМИ, американские в том числе, потому что у наших зрителей доступа к зарубежной прессе все-таки гораздо меньше. То, что подается нам здесь, оно уже подается под определенным соусом, под определенными акцентами. Что там говорят, как обсуждают эту историю, какие версии? За всей этой историей следили очень пристально. Я напомню, что как только случился так называемый мятеж, конечно, в столицах Западной Европы и в Америке говорили громко о том, что значит, это создает новые опасности и новая эскалация, возможно, внутри России, что все это дестабилизирует ситуацию. Но, с другой стороны, наверное, настроение было такое приподнятое, как и у многих противников Путина, полагавших, что все это по-настоящему происходит, и, значит, начинается крах режима, мы станем свидетелями. Потом как-то к июлю уже прискучнели все, видимо, поняв, что на самом деле это была очередная постановка ФСБ и Путина, просто договорняк. Но Байден, тут наш дедушка Байден, он мудро сказал, улыбнувшись в ответ на вопрос, а что будет дальше с ЧВК «Вагнером». Он сказал, что на месте Евгения Пригожина я бы очень внимательно следил за тем, что мне подают на стол, когда сажусь обедать. Это было буквально в середине июля. И вот, конечно, известие об этом крушении, этой катастрофе самолета, где предположительно находился Евгений Пригожин, вызвало самую бурную реакцию. Ни одно, по-моему, медиа не оставило все это без внимания. И на первых полосах газет появились фотографии с места крушения, опять-таки Пригожина, значит, фотографии, его биографии, все такое прочее. Но единодушный был вердикт, что, конечно же, за этим крушением стоит Путин, стоит ГРУ, и что это было преднамеренное, спланированное убийство, подтвердившее в очередной раз террористический характер путинского режима. Вот такой вердикт вынесен. Но мы же понимаем, что это самая первая версия, которая напрашивается и которая выгодна в первую очередь в рамках ведения вот этой вот информационной войны, которая
происходит уже довольно длительное время. Даже я не говорю сейчас про 22 год, вот эта вот информационная война началась намного раньше, даже раньше, чем в 2014, да, до того, как Крым стал, как любят кричать ура, патриоты, Крым стал нашим. Ну вот, я думаю, что тогда все это началось. И ну, такая очень удобная версия для всех. И вот я почему, да, вот мое мнение, оно несколько, наверное, сейчас, возможно, даже отписываться начнут от меня какие-то не самые умные зрители, но вот мне кажется, что вот эта вот версия такого топорного прямого заказа Владимиром Путиным всего этого, но она не очень состоятельна, потому что она действительно выходит ему боком, это не самое такое популярное решение было бы, поэтому я бы вот так вот настолько вот Сомневался немножко. к такой версии бы не относился, да. И у меня, например, есть даже какие-то свои соображения по этому поводу. Если интересно, я могу с тобой поделиться вот этими своими соображениями. Начну издалека. Да, вот еще тогда, в июне, после 24 числа, многие наши с тобой коллеги, в том числе даже российские коллеги, которые находятся сейчас за границей, их называют оппозиционными журналистами, оппозиционными блогерами, да не только оппозиционные журналисты, да, и многие не оппозиционные, уже тогда говорили о том, что, ну вот ты знаете, вот все, теперь Пригожин, это теперь все ходячий покойник, он сам себя приговорил. Но, как мне кажется, эта версия, ну, она такая достаточно неустойчивая, хотя бы потому, что, вот повторюсь, это вот в тот момент, как мне казалось, это было никому не надо, это было продемонстрировано, что а зачем? Пригожину дали, в принципе, карт-бланш, сказали, вот тебе, уходи в Белоруссию, а там из Беларуси уходи куда хочешь. С глаз долой, из сердца вон, причем ему даже, я напомню, что ему даже вернули изъятые там материальные средства, там были деньги, 80, по-моему, коробок, да, в «Газелях» с наличностью изъяли, там не только с наличностью, но и с драгоценными металлами, и с валютой. Эквиваленте там было то ли 10, то ли 12 миллиардов рублей, если переводить все это в рубли. Вот что человеку вернули, человеку сказали, уезжай. А там что хочешь делай, девайся куда. Вот для чего это было делать? Ее же можно было сразу арестовать. Да, там не надо было вот устраивать всего этого концерта, постановок, что там Лукашенко вмешался в эту ситуацию, то есть раздули опять какое-то непонятно что, для чего. Да, вот я больше верю, что действительно изначально никто вот ничего такого не планировал. Но Пригожин тонкого намека на толстые обстоятельства не понял, и Пригожин, в общем, продолжил наглеть, продолжил борзеть. Вопреки всем договоренностям, он продолжал проявляться в публичном пространстве, записывая какие-то видеоролики. Вот зрители моего, например, канала, я как-то даже вставлял к себе видеоролик, может, ты видел это видео, когда Пригожин там приехал в Министерство обороны, тряся удостоверением Героя России, просил пропустить его, по-моему, Герасимову, и когда его не пропустили, сказали, что приказ сверху с вами общаться не хотят, он вышел, значит, на фоне этого здания записал в своем любимом ключе какое-то видео, что вот смотрите, они меня боятся, они опять перетрусили меня, Героя России не пускают. То есть и таких вот публичных появлений уже после того, как было очень много. Вот. Более того, вместо того, чтобы сидеть и не отсвечивать в этой Беларуси или делать куда-то там слиться в район Аргентины, Бразилии и так далее, Пригожин продолжал в наглую шляться по территории Российской Федерации. Там то и дело поступали сообщения, значит, то в Москве его видели, то в Санкт-Петербурге, то еще где-то там даже доходило, появилось, помнишь, такое сообщение, что он даже в Кремле появился, там на каком-то приеме. Ну, на встрече с Путиным же тоже вроде как он. Да, что он даже там появлялся, я не знаю, соответствует это действительности, не соответствует, ну, по крайней мере, то, что об этом писали СМИ, ангажированные с Пригожиным, я думаю, что это тоже не добавляло там восторга представителям российской власти, потому что, ну, он показывал всем своим видом, что помочился я с высокой колокольни на все эти наши с вами договоренности, я все равно крутой, я все равно Пригожин, и вот, значит, вот получи фашист гранату, что называется.
Ну и в довершении, вот я прям буквально перед тем, как все это произошло, то ли 21-го, то ли за пару дней до вот этой вот трагедии, до гибели Евгения Викторовича и господина Уткина, опять же, где-то в его СМИ, в каких-то телеграм-каналах, в каких-то СМИ, ангажированных с ЧВК «Вагнер», распространялось заявление о том, что вот Пригожин снова набирает, значит, бойцов в свое ЧВК «Вагнер», объявил об этом. Там тоже не знаю, было, нет, но это опять же, это был опять плевок в сторону российской власти. И вот как мне кажется, вот может быть это послужило, да, дальнейшим каким-то решением к тому, что вот, ну, вот случилось то, что случилось. Опять же, вот помнишь, в предыдущем эфире мы с тобой обсуждали замечательный фильм Мартина Скорсезе «Казино». Я просто не так давно его пересматривал. Там прям хорошая аналогия напрашивается. Кто не видел, посмотрите обязательно. Кто видел, просто вспоминайте. Помнишь, там был такой герой Ники Санторо. Его Джо Пеши играл. Он, это был герой-бандит, которого прислали в Лас-Вегас для того, чтобы он охранял казино, чтобы другие бандиты это казино не разоряли, не грабили, не наезжали на него, заодно, чтобы этот Ники охранял управляющего этим казино, которого поставили боссы мафии. Но Ники вдруг захотел стать Сам. королем, криминальным королем Лас-Вегаса, сколотил банду и начал беспределить, создавая проблемы своим боссам, то есть они там похищали людей, убивали, грабили там и что только не делали. В конце концов он создавал им кучу проблем. Вот там есть финальная сцена, одна из финальных уже почти перед титрами, когда этого Ники Санторо вместе с его братом вывозят в пустыне и там живьем закапывают в специально приготовленной до этого яме. И вот там вот голос за кадром говорит: боссы не хотели изначально ликвидировать Ники Санторо, но в какой-то момент он им просто надоел, он просто оборзел уже настолько, что он доставлял одни проблемы, и поэтому решили вот ликвидировать, да вот так вот с помпой, чтобы показать всем остальным, дабы вот, было неповадно. Вот возможно, я думаю, что возможно, да, вот произошло что-то похожее. Единственное, что я не уверен, опять же, что здесь ФСБ там, или какие-то другие спецслужбы Российской Федерации захотели запачкаться впрямую. Я допускаю вариант, что просто тому же ВСУ слили, где и когда будет этот самолет Пригожина. Такую информацию могли, да, или там американцам, или кому-то еще, и заодно рассказали, что в это время наши ПО, наши пограничники будут спать, отдыхать, или там у них будет какое-нибудь показательное построение, поэтому вот, допускаю, что такое могло быть и такое, но мы сейчас гадаем на кофейной гуще. Ну, я такое, конечно, совершенно не допускаю, потому что у ВСУ просто нет технических возможностей для такого рода операций. Не как с татарским, если только вот взорвали, значит, да, там посылочку передали в Петербурге, то, что случилось, оно может быть. Кто-то эту посылочку тогда передал на борт самолета, потому что, естественно, ни средствами ПВО поразить, ни шахедами, если бы это было возможно, они бы, наверное, это не только на Пригожине отрабатывали. Нет, конечно, нет. Я с этим не согласен. А то, что ты рассказал про казино, ну, это называется по-нашему, по-русски «пошел по беспределу, вот и получил». Ну, вот здесь то же самое. Пошел по беспределу, и, конечно, получил. Он ВСУ так не мешал, конечно же, как Путину и всему его окружению, его челяди. И здесь это все такие, в общем-то, вещи уже изжеванные достаточно. Вот я тебе предлагаю все-таки обсудить такой еще аспект всей этой истории. Ну, во-первых, был ли мальчик? Был ли на самом деле на борту самолета Пригожин? Или все-таки это очередной его розыгрыш? Его в 2019 году в Конго уже хоронили, когда там самолет уже то ли подбили, то ли упал, а он потом воскрес. Допускаешь ли ты такую вероятность? Ты знаешь, мне кажется, эта версия еще более несостоятельной, да простят меня опять же наши зрители, которые скажут: да ну что ты несешь, потому что там, да, это тоже была одна из популярных версий, что не факт, что там Пригожин и Уткин были на борту этого самолета, вполне вероятно, что это была такая постановка, там погибли совершенно случайные люди, хвосты обрубили, и эти теперь спокойно куда-то там улизнут, в какую-нибудь условную Аргентину,
в Африку куда-то еще. Но почему я считаю эту версию несостоятельной? Как раз о том, о чем сказал выше. Пригожин — это актер, причем словивший звезду, которому нужна публика, которому нужны аплодисменты. И вот последнее время, да, когда он набирал вот эту вот бешеную популярность, последние 1,5 года это очень хорошо продемонстрировали, потому что Пригожин, в моем понимании, он как раз в большей степени воевал на информационном фронте. Вот, он куда бы ни ехал, что бы ни делал, это обязательно включенная камера, это обязательно тиражировалось по всем каналам. Он там создал какую-то сумасшедшую медиа-империю, которая по разным сведениям насчитывает от 200 до 600 площадок. Это только те, кто впрямую были ангажированы с Пригожиным, имеются в виду разные СМИ, блоги, телеграм-каналы, причем с огромной аудиторией, огромным количеством подписчиков. То есть у него такая медиа-империя. В какой-то момент он даже Навального на повороте обошел. Надо сказать, Навальный признан террористом, экстремистом, иноагентом, короче, исчадием ада. Ну, вот это надо сказать, потому что если писать все это на экране, просто экрана не хватит. Все его регалии написать. Вот, и как бы вот так вот, если задвоить, плюс то, что я выше сказал, даже после достижения договоренности Пригожин продолжал наглеть, Пригожин продолжал появляться в медиа и в публичном пространстве, Пригожин продолжал шляться тут по Российской Федерации, вот то там, то здесь видели. Ну и представь себе ситуацию, вдруг самостоятельно Пригожин вряд ли провернул бы такую вот спецоперацию по своему исчезновению якобы кочкам самоубийца. То без помощи спецслужб тут бы не обошлось, слишком серьезная спецоперация. И вот представь себе, значит, все это происходит, спецслужбы во всем этом участвуют, и вдруг через какое-то время этот хмырь, вот тут очень высока вероятность, что он бы не сидел тише воды, ниже травы, вдруг через какое-то время этот хмырь где-то раз и появляется. То есть, тут уже все его похоронили. А тут уже и Путин высказался на эту тему и сказал, потеряли такого человека. И это бы выглядело в глазах Запада, как опять вот спецслужбы сработали топорно, и опять они выглядели бы глупо. И поэтому мне кажется, тут с такими людьми, как Пригожин, на такие вещи, я бы честно, если бы я там, где-то служил в рядах вот этих вот, и там или где-то был каким-то чиновником, который за такие вещи отвечал, даже от Министерства обороны, например, я бы не согласился. С кем угодно, но только не с Пригожиным, потому что это ненадежный очень персонаж, и он очень много раз это подтверждал. Поэтому вот данная версия, мне кажется, вообще гнилой. Нет, тут есть, конечно, рациональное зерно в твоих рассуждениях, потому что на самом деле договариваться с Пригожиным было очень трудно. Видишь, он был такой очень неугомонный. С другой стороны, когда ему конкретно бы донесли, что выбирай или жизнь, или смерть, но жизнь тогда, значит, в глубоком подполье, может быть, он что-нибудь там и усмирил бы в себе свои страсти. Но эта версия, кстати сказать, она все набирает большую популярность, потому что на самом деле уже настолько все насмотрелись на эти спектакли, которые Путин с компанией разыгрывает, что верят, возможно, и в это. Я, например, вчера такую версию слышал, что он вместе со своей семьей, Пригожин, значит, живой-здоровый в Баку перелетел, поскольку он, значит, еврей, там землячество такое, его договорились его там пригреть, держать, за ним смотреть, следить, и то есть на самом деле он живой. Но я, как политический циник, сказал, что это значения никакого не имеет. Гиммлер там убежал или не убежал в Южную Америку, жил ли он там до 80-го года, потом помер, или, значит, в Берлине он где-нибудь там его закопали. Это не важно, потому что Пригожина уже похоронили. И воскреснуть ему теперь никто не позволит, даже если он на самом деле где-нибудь там и живой. Это до первого называется явление публичного или попытки там появиться где-то на публике. И все. Его похоронили. Все. И теперь уже даже совершенно, мне кажется, не имеет смысла обсуждать, на самом ли деле он погиб, сфальсифицирует там все эти данные анализов ДНК и так далее, или он все-таки живой. По-моему, все уже. Его похоронили, поставили крест. Верховный пахан сказал, значит, всплакнул, помянул талантливого человека со сложной судьбой, значит, его похоронили. Так тому и ты
Ты забываешь, что есть такая история, как публика, да, и она все равно сидит и всегда надеется на счастливый конец. А у Пригожина ведь было очень много последователей, очень много поклонников, да. Я вот до сих пор, ходя там по российским улицам, мы не так давно с тобой обсуждали, что все меньше и меньше букв Z я вижу на тех же машинах, на тех же автобусах, но огромное число я вижу наклеек этого Вагнера. Ну, вот этот их отличительный знак с этим с черепом и костями, на машины клеят, и в футболках люди ходят, там где-то у кого-то написано, там «Я люблю ЧВК Вагнер», то есть у него действительно было огромное количество там каких-то поклонников, и недаром там кто-то предполагал, что даже, может быть, он захотел бы проявить президентские амбиции. Вот. Любой фанат, да, он всегда надеется на чудо до последнего. То есть, когда даже я вот, чисто вот это так работает где-то подсознательно, даже я там пересматривая в какой-то момент недавно сериал «Молодая гвардия», прекрасно зная, чем он закончится. Вот 2015 или 2017 года неплохой сериал, рекомендую, посмотрите. Вот даже я сидел до последнего, вот надеялся, но вдруг обойдется. Хотя я знаю, чем закончится. Ну, вот психология человека такая, тебе импонируют, да, те или иные герои, и тебе хочется, чтобы вот это было не так, даже когда ты знаешь весь расклад. Ну и плюс мы забываем все время, что у нас впереди президентские выборы, и Владимиру Путину, я думаю, ему не очень вся эта история вообще была нужна, вся эта шумиха. Вот. Поэтому тоже вот в пользу того, что я сказал выше, она подпортит его репутацию, особенно, да, если вот вдруг Пригожин возьмет и возникнет перед этими самыми выборами и скажет, я вот тут живой, и на самом деле как бы вот там угробили случайных людей. Я думаю, что это ни разу не сработает в плюс Владимиру Путину. Вот. Ну, как и сама вот эта вот акция возмездия тоже, мне кажется, маловероятной. Хотя я говорю, я-то просто предполагаю, я не знаю. Это вот, я пытаюсь рассуждать с точки зрения здравого смысла. Вот. Чем я руководствуюсь? Тем, что вот я очень много, как и ты, как и многие, да, наши соотечественники, не только вообще граждане по всему миру, мы же наблюдаем за нашим великим кормчим, и для него легитимность или хотя бы видимость легитимности, она до сих пор для него не пустой звук. Ведь многие задают себе Это правда, задают это вот так. эти вот вопросы, а для чего ему эти выборы? Че бы ему не объявить военное положение, да, и вот он, пожалуйста, пожизненный президент. Но он этого не делает. Значит, значит, вот это вот именно легитимное переизбрание для него очень важно. Ты совершенно прав, что для Путина имеет приоритетное значение легитимность его избрания. Недаром вот в последнее время в западной прессе начали активно обсуждать вопрос, почему Евросоюз и Америка не признают Лукашенко избранным президентом, законно избранным, а Путина до сих пор признают. Хотя там фальсификации, наверное, было не меньше, чем у Лукашенко на последних выборах в 2017 году. Но в том-то и дело, что формально все процедуры были совершенно соблюдены. В принципе, он даже Навального отравил и посадил уже после этих выборов, и Навального не зарегистрировали по другим основаниям. Кандидатов в президенты он не сажал, как это делал Лукашенко. И, конечно, если фальсификации были, то они какие-то были очень осторожные, потому что по разным регионам результаты были очень разные, и не во всех регионах можно было заподозрить какие-то фальсификации. Была предельно низкая явка, предельно низкий уровень голосования за Путина. Вот мы все делаем по-честному. Но мне кажется, что как раз вот в преддверии 2024 года, почему состоялась эта публичная расправа над Пригожиным, конечно же, Путин озабочен сохранением своего имиджа, и, естественно, он обеспокоен тем, что происходит радикализация сторонников войны. Все громче и громче раздаются голоса о том, что, значит, ну, пора уже бросить играть в бирюльки с Украиной, надо вдарить ковровые тотальные бомбардировки. Ну, там применение тактического ядерного оружия – это бредни, конечно, Медведева, но тем не менее, значит, линию фронта расширить и охватить всю Украину. Силы и возможности у России для этого есть. И перед этим как раз ведь вот перед событиями 23 августа в прессе тоже был такой вброс, что
ФСБ, значит, потребовали прямо от Путина, многие уже генералы требуют от Путина решительных действий, убрать Герасимова и Шойгу и, значит, вдарить по Украине по-настоящему. И вот эта вот радикализация, она же происходит на уровне общества в первую очередь. Как раз вот среди сторонников ЧВК «Вагнер», их и всех прочих вот таких ультранационалистических организаций. И, конечно же, риск того, что кто-то последует за ЧВК «Вагнер», об этом тоже говорят, что может быть следующая попытка такого же мятежа и похода на Москву. Вот чтобы эти попытки пресечь, показать, что Путин действовать может решительно, страшно и грозно, вот эта вот публичная казнь, чтобы другим не повадно было, и совершена. Могли же ванную утопить, из окна он мог там выпасть, да. Тем не менее, сделали то, что сделали, и теперь это обсуждают все во всем мире. И, конечно, там кто-то бьет себе барабана, значит, как по барабану себя в грудь, что вот сейчас мы пойдем, мы отомстим, но все понимают, что, конечно, этого уже не случится. А у кого-то были какие-то амбиции, может быть, сейчас, конечно, хвост-то свой прижмут. И у Путина появляются дополнительные очки. Он показал себя опять мачо. Да, пацан пошел по беспределу, значит, и поэтому пацана посадили, поставили на перо. Все. Вот то, что от него, собственно говоря, тут, публика не радикальная и ждет. Почему я считаю, вот мое мнение, почему начали мочить того же Навального? По большому счету, еще раз надо сказать, экстремист, террорист, признанный исчадьем ада, иноагентом и там. Ну вот почему его начали мочить? Ну не потому, что он там прям был такой вот серьезный конкурент, он бы, ну в любом случае, я всегда говорил тогда еще, что Навального знают, ну, в пределах Садового кольца, там, в пределах Москвы, за пределами Москвы, про него вообще мало кто слышал, там, в какой-нибудь условной Рязани, там, или в Томске, или где-то еще, в Нижнем Тагиле. Вот, там была в другом проблема. Навальный ведь создал очень мощный медиаресурс на самом деле. Вот, который мог по своей аудитории поконкурировать вообще со всеми вместе взятыми российскими госсми. И вот тот же фильм про дворец, который посмотрел там 130 с лишним миллионов человек, это о многом говорит. И вот когда там ребятишки поняли, что как бы Навальный как глава этого медиаресурса, вот он уже сейчас представляет определенную опасность, вот тогда решили его изолировать, как мне кажется. И вот с Z-каналами я наблюдаю примерно то же самое, вообще с Z-сообществом, потому что у них появились очень мощные медиаресурсы, огромные, там в телеграм-каналы заходишь, там миллионы подписчиков. Это, ну, может быть, не все эти подписчики живые люди, но тем не менее это огромная аудитория, которая в качестве электората на выборах может сказать свое фи. Это тоже, в общем, опасно, ну или там встанет в оппозицию и будет распространять то, что до этого распространяла оппозиция, недовольные какие-то речи высказывать. Поэтому я думаю, что все равно будут давить и всяко-разно пытаться этого избежать. Вот. Ну, давить будут, но в России уважают силу. Путин в очередной раз эту силу продемонстрировал. Сам, не сам, двойник ли его это был, но тем не менее это случилось задолго до выборов. Поэтому народ к тому времени, если сейчас вот вдруг мемориалы создает Пригожину, в том числе в Екатеринбурге, в твоем родном, я думаю, что к выборам это все уже забудется. Как волной схлынет, там пойдут другие какие-то события и все. А опасного человека для своей репутации он, тем не менее, устранит. Так что у Пригожина, при всем при том, умер он или не умер, нет будущего. Если оно у России, наверное, будем обсуждать в своих следующих программах. Да, это была «Россия без будущего». Спасибо, что были с нами. Меня зовут Александр Романенков. По другую сторону экрана и границы мой коллега Андрей Кузичкин. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Ну и тебе слово, Андрей, прощайся. Да, ну а я, как всегда, желаю большого человеческого счастья. Всем. Пока-пока. Кто верит в свободную Россию. Пока.